Добро пожаловать в третий видеоролик серии уроков для начинающих по Blender 2.8, где вы узнаете, как создавать сочные яблоки в Blender и при этом узнаете самые важные основы. В этом видео мы рассмотрим, как работать с объектами, как преобразовывать объекты и как работает режим редактирования для моделирования яблока из сферы. И, что очень важно, в последнем разделе этого видео я покажу вам, как решить определенную проблему, которая занимает первое место в моем списке проблем, вызывающих определенные проблемы в Blender. Так что посмотрите до конца. Как всегда, вы найдете все временные метки и важные ссылки в описании видео. И если вы хотите следить за нами, вы можете бесплатно зарегистрироваться в нашем разделе ресурсов, чтобы загрузить все Blend-файлы, текстуры и видео этого проекта и наш удобный Blender 2.8 Shotcut PDF. Всем привет, Зак на cgboost.com и давайте начнем. В нашей сцене по умолчанию есть этот куб, который уже выбран. Давайте откроем здесь боковую панель и, как вы можете видеть, выбранный объект имеет размеры 2 на 2 на 2 метра. Итак, этот куб действительно очень большой, но мы хотим создать сцену с относительно небольшими объектами, например, яблоком. А чтобы нам было проще, давайте изменим здесь единицы измерения. Итак, перейдем в редактор свойств и перейдем к настройкам сцены. Здесь вы найдете Units. И прежде всего, давайте изменим отображение длины на сантиметры. Теперь мы больше не будем видеть метры. Здесь мы видим 200 сантиметров. И давайте еще изменим Unit Scale. Укажем здесь на 0,1. Нажмите Enter. И теперь вы можете видеть, что сцена и объекты были масштабированы. Размер этого куба теперь составляет всего 20 на 20 на 20 сантиметров. Таким образом, это поможет нам намного лучше работать с очень маленькими объектами. Нажмите N, чтобы скрыть боковую панель. И вы можете видеть, в нашей 3D-сцене по умолчанию у нас есть камера, куб и лампа. Но на данный момент нам все это не нужно, поэтому давайте кликнем левой кнопкой мыши и выделим рамкой вокруг куба и лампы. Нажмите X, а затем нажмите «Удалить». Теперь эти два объекта удалены. А здесь в Outliner, где мы можем видеть все объекты нашей сцены, давайте кликнем по маленькому глазику у этой камеры, чтобы скрыть камеру, потому что она просто мешает. Камера нам понадобится позже для вывода изображения. А что касается освещения, позже мы добавим новые лампы. Давайте также избавимся от временной шкалы здесь, так как мы не хотим ничего анимировать. Мы можем просто удалить ее, кликнув правой кнопкой мыши по краю здесь, выбрав Join Area и кликнув на эту стрелку. Теперь ее больше нет, и у нас есть больше пространства для моделирования. Всякий раз, когда вы хотите начать создавать новый объект, вы думаете о том, какую базовую форму вы можете использовать, которая похожа на объект, который вы хотите создать. И это значительно упрощает весь процесс моделирования. В случае с яблоком, как вы уже догадались, это безусловно сфера. Чтобы добавить новый объект, вы просто нажимаете здесь Add, затем переходите к Mesh, и здесь у нас есть набор новых форм. Как видите, у нас также есть много других категорий, но в большинстве случаев, если вы что-то моделируете, вам просто нужны объекты Mesh. Так что мы можем пока игнорировать другие материалы. В нашем случае давайте использовать UV-сферу. И так как она относительно большая, давайте немного отъедем. И вы можете видеть, что объекты размещаются в положении 3D-курсора. Вот эта штука. Вы можете легко изменить положение 3D-курсора, выбрав инструмент курсор, а затем кликнув левой кнопкой мыши где-нибудь в 3D-пространстве. А теперь, если я, например, добавлю сюда еще один объект, например, куб, вы увидите, что он будет добавлен сюда. Вращение 3D-курсора в этом случае не имеет значения. Давайте также кликнем здесь и добавим простой цилиндр. Итак, теперь давайте вернемся к инструменту Box Select. И, как вы можете видеть, мы находимся в Object Mode. Это означает, что мы можем левым кликом мыши выбирать объекты. С помощью Shift левый клик я могу выбрать их несколько. А если я просто хочу отменить все, кликните левой кнопкой мыши в пустом месте. Далее у нас есть определенные инструменты для перемещения объектов. Например, разместить их где-нибудь в 3D-пространстве. Для этого у нас есть инструмент Move. Это означает, что я могу выбрать объект, и тогда у нас появится эта гизма. И если я буду нажимать на эти стрелки, я могу перемещать по осям X, Y и Z. То же самое с другими объектами. И это также работает, если у меня выбрано несколько объектов. Далее у нас есть также инструмент Rotate, который позволяет нам вращать по определенной оси. Или если я просто кликну левой кнопкой мыши где-нибудь в пустом месте, я также могу свободно повернуть это. И последний инструмент, который у нас есть, это Scale.
который позволяет нам изменять размер объекта. И если я зажму левую кнопку мыши в пустом пространстве и буду перемещать мышь, вы увидите, что я могу изменить весь объем объекта, и я также могу просто кликнуть по одной из этих осей, чтобы изменить масштаб по определенной оси. Если я вернусь к инструменту Move и щелкну левой кнопкой мыши на этом кубе здесь, вы увидите, что эта штуковина внизу не вращается вместе с вращением куба. Чтобы увидеть, как гизмо также вращается с кубом, вы можете изменить Transform Orientation с Global на Local. И теперь, как вы видите, я могу просто перемещать его по локальной оси куба. То же самое работает и здесь. Если я, например, поверну это, то теперь также гизмо для инструмента Rotate изменится соответствующим образом. Снова нажмите N, чтобы открыть боковую панель. И здесь вы также можете посмотреть на местоположение, вращение и масштаб объекта. Так, например, если вы хотите быстро сбросить это значение, вы можете зажать левую кнопку мыши, чтобы выбрать все три значения и ввести 0. То же самое для вращения. По умолчанию значение масштаба равно единице. И теперь вы видите, что объект вернулся в исходное состояние. Итак, теперь давайте нажмем N, чтобы скрыть боковую панель. Вернемся к инструменту Box Select. Нажмите A, чтобы выбрать все. Затем нажмите X и удалите все эти объекты. Теперь вы можете видеть, что курсор где-то здесь, а я хочу, чтобы он был снова в центре. Для этого я нажимаю правой кнопкой мыши, идем в Snap, а затем нажимаем Cursor to World Origin. Теперь курсор снова в центре. А теперь приступим к моделированию яблока. Снова идем в Add, Mesh, добавляем UV-сферу и теперь давайте переименуем этот объект. Двойной клик здесь на объекте в Outliner. Назовите его Apple, чтобы мы не потеряли его среди всех объектов. И как только вы добавляете объект или делаете что-нибудь здесь в 3D Viewport, эта штука появляется здесь. Итак, если я нажму на нее, появится меню. И это меню относится к последнему действию, которое мы сделали в 3D Viewport. Итак, здесь вы можете увидеть Add UV Sphere. Это означает, что мы добавили UV-сферу. И теперь мы можем изменить что-то на сфере, например, сегменты и кольца, что по сути является разрешением. Давайте немного уменьшим его. Давайте изменим его на 16, а количество колец на 12. И если вы думаете, что это выглядит слишком угловатым для яблока, не волнуйтесь. Мы добавим более высокое разрешение позже. Но чтобы облегчить нам процесс моделирования, чем ниже разрешение, тем меньше будет у нас проблем. А теперь изменим также радиус сферы на 8 сантиметров, потому что яблоко, которое у меня есть в качестве образца, имеет радиус 8 сантиметров. Ладно, стоп. Конечно, радиус обычного яблока не 8 сантиметров. Это было бы слишком много. Но во время записи этого видео я просто ошибся, что радиус равен диаметру. И, конечно же, это не так. Поэтому, пожалуйста, уменьшите радиус до 4 сантиметров, чтобы получить диаметр 8 сантиметров. В этом видео я продолжу работать с 8 сантиметрами. Но в конце я скорректирую размер готового яблока. Хорошо, теперь продолжим. Итак, проблема с этим маленьким окошком здесь в том, что как только вы сделаете что-нибудь еще, оно исчезнет. Итак, если я сейчас, например, перемещу сферу, вы можете видеть, что теперь здесь у нас есть информация о перемещении. Давайте нажмем Ctrl-Z, чтобы отменить это. А это означает, что как только вы добавляете объект, вам нужно изменить свойства здесь, чтобы все заработало. Потому что как только вы сделаете что-нибудь еще, вы не вернете это меню. Итак, сфера относительно небольшая, поэтому давайте немного увеличим масштаб. И как видите, иногда бывает, что мы застреваем в области просмотра. И если это происходит, по сути, вам придется повторно центрировать область просмотра на выбранный объект. И вы можете просто сделать это, выбрав объект и нажав точку на цифровой клавиатуре. Тогда он будет центрирован. Вы также можете найти эту опцию здесь, в разделе View Frame Selected, если у вас нет цифровой клавиатуры. И теперь я могу легко увеличивать и уменьшать масштаб. Теперь мы хотим придать этому объекту форму, чтобы он выглядел как яблоко. Во-первых, выберем объект и перейдем в режим редактирования. Итак, теперь вы можете видеть, что внешний вид этого объекта изменился, и прямо сейчас здесь выбрано все. Итак, давайте кликнем левой кнопкой мыши где-нибудь в пустом месте, чтобы отменить выбор всего. И теперь у нас есть доступ к мешу сферы. Итак, я могу выбирать вершины левым щелчком мыши или несколько вершин с помощью Shift левый клик. Выбрав инструмент Box Select, я также могу выбрать прямоугольником. Мы также можем изменить режим выделения на Edge. Теперь мы можем выбрать здесь ребра. И также с помощью Shift мы можем выбрать их несколько.
И мы также можем использовать выделение граней. Поэтому я могу выбрать здесь одну грань или с помощью Shift несколько граней. Вы также можете изменить режим выбора здесь, нажав на клавиатуре 1, 2 и 3 цифры над буквами. Как и в Object Mode, как только вы выбираете что-либо, вы можете снова использовать инструменты трансформа. То есть мы можем использовать инструмент Move для перемещения этих элементов. Я могу использовать инструмент Rotate. И еще я даже могу использовать инструмент Scale. И таким образом я могу приступить к формированию этого объекта. Но пока давайте отменим это с помощью Ctrl-Z. Помимо инструментов трансформации здесь, у нас также есть некоторые другие инструменты для манипуляции меша. И мы рассмотрим некоторые из этих инструментов при моделировании объектов в сцене. Итак, прежде чем вы начнете что-то моделировать, я всегда рекомендую иметь под рукой образцы изображения или объекты, потому что довольно сложно просто смоделировать что-то из своего воображения. Итак, у меня на столе есть яблоко, поэтому я точно знаю, как это выглядит. И чтобы начать процесс моделирования, давайте здесь вверху включим выбор вершины и кликнем левой кнопкой мыши по верхней вершине. Теперь воспользуемся инструментом Move. И теперь я мог бы просто перемещать эту вершину, но я хочу создать здесь красивую округлую форму яблока. Поэтому я активировал эту маленькую кнопку, которая обозначает пропорциональное редактирование. Это означает, что выбрав Vertex, зажав левую кнопку мыши и переместив, вы увидите, как появляется круг. И этот круг определяется радиусом со спадом. Это означает, что все, что связано с этой выбранной вершиной, теперь будет перемещаться вместе с ней. И пока я удерживаю левую кнопку мыши, я могу прокручивать колесо мыши, чтобы определить радиус. И если я сделаю его немного меньше и перемещу одну вершину внутрь, то будет создана форма яблока. И мы можем сделать то же самое здесь. Выберем одну вершину, сдвинем немного вверх, сделаем немного меньше, примерно так. И опять же, не беспокойтесь, что в данный момент это выглядит таким угловатым. В итоге это будет выглядеть очень красиво и плавно. Итак, теперь давайте еще немного изменим форму яблока. Прежде всего, зажмите Alt левый клик на этом горизонтальном ребре. Теперь вы можете видеть, удерживая Alt и левый клик, мы выбираем цикл. Теперь у нас здесь выделен целый круг. Если вы нажмете Alt левый клик на вертикальной линии, петля будет выделяться вертикально, как вы можете видеть. Теперь давайте выберем это здесь и воспользуемся инструментом Scale и немного уменьшим. Прикрутите колесико мыши, чтобы отрегулировать размер радиуса пропорционального редактирования. Мне нравится как-то так. А теперь воспользуемся инструментом Move. Щелкните здесь по оси Z, чтобы увидеть яблоко сверху. В реальной жизни яблоко никогда не бывает идеально круглой формы. Поэтому давайте просто выберем эту вершину, например, жмем G и перетаскиваем куда-нибудь сюда. И если хотите, вы также можете немного изменить радиус. А теперь я просто хочу сформировать этот кусок, потому что это органический объект, и это не должно выглядеть сверху как идеальный круг. Итак, мы также можем немного изменить вид и выбрать несколько вершин здесь и там, и немного изменить форму. Думаю, так нормально, и мне это нравится. Теперь очень важно отключить пропорциональное редактирование, потому что если вы оставите его включенным случайно, а затем отредактируете сетку, вы можете задаться вопросом, почему все перемещается вместе с вашим выделением. Теперь вернемся в объектный режим. А сейчас, как и обещал, мы сделаем яблоко очень красивым и гладким. Итак, чтобы сделать это, мы должны сделать две вещи. Прежде всего, мы добавляем так называемый модификатор Subdivision Surface. Итак, яблоко выбрано. Перейдем к синему символу шестеренки. Затем жмем Add Modifier. И здесь в категории Generate мы находим Subdivision Surface. Как видите, как только я добавлю его, сетка разделится и все будет выглядеть более гладким. Если я увеличу viewport subdivов, например, до 2, это будет выглядеть еще лучше. И модификаторы в основном представляют собой своего рода фильтры меша, которые будут добавлены к нему. Они не рушат меш, а это значит, что мы всегда можем отключить их или полностью удалить.
Но в режиме редактирования исходная сетка, как вы можете видеть, по черной сетке остается неизменной. Итак, мы не делим исходный меш. Только представьте, как это было бы безумно, если бы у нас было бы много вершин, которые нам нужно было бы редактировать. Итак, вернемся в объектный режим, но мы все еще можем видеть здесь крошечные грани, поэтому это не выглядит так гладко. Что же мы должны сделать? Яблоко все еще выделено. Кликните правой кнопкой мыши и выберите Shade Smooth. Теперь все переходы между этими маленькими гранями будут размыты. И теперь это выглядит как одна большая гладкая поверхность. Сейчас здесь не хватает одного маленького стебля. Итак, прежде всего воспользуемся инструментом курсор. Разместим его где-нибудь здесь в центре. Как видите, как только я нажимаю на объект, курсор остается на поверхности, что довольно круто. Но, как уже упоминалось, поворот курсора в этом случае не имеет значения. Давайте нажмем Add, Mesh и, кстати, если вы не всегда хотите тянуться в это меню Add, вы также можете нажать Shift-A, чтобы открыть меню Add прямо в вашем положении мыши. И в нашем случае давайте добавим цилиндр, потому что стебель похож на цилиндр. Что ж, давайте вернемся немного назад. Вы увидите, что он очень большой. Итак, прежде всего, давайте изменим радиус на 1,5 мм, глубину на 1 см и разрешение на 8, думаю. Давайте увеличим масштаб, и теперь я вижу этот маленький стебель. Теперь он выглядит очень маленьким, но не волнуйтесь, мы сделаем его больше. Прежде всего, давайте переименуем его в stem, а сферу в Apple. Теперь выделим стебель. Для этого нам нужно выбрать инструмент Select Box, выделить стебель и переключиться в Edit Mode. Чтобы переключаться между режимом объекта и режимом редактирования, не заходя в верхнее меню, достаточно нажать Tab. И, как видите, как только вы выберете объект и нажмете Tab, вы войдете в режим редактирования. И если вы снова нажмете Tab, вы вернетесь в режим объекта. Итак, теперь я нахожусь в режиме редактирования стебля. Прежде всего, давайте немного увеличим масштаб и переместим его вверх. Но он все равно должен немного стыковаться с яблоком. Для этого я увеличу масштаб изнутри яблока. И давайте воспользуемся выделением граней. Щелкните левой кнопкой мыши в пустом месте, чтобы отменить выбор всего. И просто выделите эту нижнюю грань. Это внутри яблока, поэтому нам это не нужно. Теперь я могу нажать X, и тогда появится меню Delete. И в данном случае я хочу удалить грань, поэтому я выберу это. И теперь вы можете увидеть, что эта сетка открыта. Если вы хотите закрыть отверстие, то давайте выберем выделение вершин. С помощью Alt левый клик выделим здесь весь цикл. И затем вам нужно нажать F, чтобы закрыть это открытое отверстие. По сути, вам нужно выделить весь круг, а затем нажать F. Но в данном случае мы хотим, чтобы оно было открыто. А теперь давайте выделим эту верхнюю грань и нажмем на эту зеленую точку, чтобы увидеть ее из вида спереди. Но как видите, стебель теперь находится за яблоком. И чтобы сделать это видимо, мы можем нажать здесь на кнопку X-Ray. И теперь мы можем видеть сквозь яблоко. И мы также можем видеть сквозь сетку. Так, например, если я отключу это и снова включу выбор вершин, я не смогу выбрать вершины, которые находятся внизу, с другой стороны. Но если у меня включен X-Ray, я могу выбирать это, что очень удобно. Итак, теперь давайте нажмем на эту зеленую точку и снова перейдем на выбор граней. Выберите здесь верхнюю грань. И теперь давайте воспользуемся инструментом Extrude. Если я кликну левой кнопкой мыши с двойной стрелкой здесь и перемещу ее в сторону, мы также сможем увидеть название инструментов. Итак, у нас есть инструмент Extrude Region. И если я выберу его, я могу выдавить здесь выбранные грани. Он также работает для вершин и ребер. Кликните левой кнопкой мыши на этом плюсе и, удерживая, переместить его вверх, чтобы создать это выдавливание. Затем давайте воспользуемся инструментом Scale и увеличим масштаб. Чтобы постоянно не переключаться между Move, Rotate, Scale, мы также можем использовать горячие клавиши. Например, если я хочу что-то масштабировать, я должен выбрать это. Мне даже не нужно выбирать инструмент Scale, и я могу просто нажать S, что довольно легко запомнить, и сделать его больше. Если вы хотите переместить объекты, не используя инструмент отсюда, вам нужно 2 раза нажать G. Вы можете запомнить как Grab, захват. Потому что теперь он захвачен моей мышью. Я могу переместить его куда-нибудь и просто кликнуть левой кнопкой мыши, чтобы разместить его. Мы также можем использовать инструмент Rotate, нажав R. Теперь я могу повернуть это, как видите. Эти хоткеи, кстати, также работают в объектном режиме. Теперь стебель немного прямой. Итак, давайте добавим здесь разрез.
И это мы можем сделать с помощью инструмента Loop Cut. Давайте выберем его. И как вы можете видеть, как только я навожу указатель мыши на сетку, появляется эта желтая линия предварительного просмотра. И, например, если я немного увеличу масштаб, вы увидите, что если я навожу указатель мыши на вертикальное ребро, разрез будет расположен горизонтально. А если я наведу курсор мыши на горизонтальное ребро, то разрез будет по вертикали. Итак, мы хотим добавить разрез здесь. И если захотим, мы даже можем добавить дополнительные каты. Давайте увеличим количество до 2 и еще раз посмотрим со стороны. А теперь нажмите G, чтобы переместить это в сторону. Давайте отъедем немного назад, Tab, Object Mode и отключите X-Ray. Вот как это выглядит сейчас. Здесь мы можем снова кликнуть правой кнопкой мыши и сказать Shade Smooth. И мы также можем добавить модификатор Subdivision Surface, чтобы сделать это немного более плавным. И давайте изменим Viewport Subdivisions на 2. Единственное, что мы можем увидеть здесь, это то, что это выглядит слишком уж гладким, потому что стебель яблока здесь относительно плоский. Итак, что мы можем сделать? Давайте вернемся в режим редактирования и добавим сюда еще одну петлю. Затем выберем Select Box. И, как вы помните, я могу нажать G, чтобы переместить это. Есть небольшая хитрость. Если я снова нажму G, а вернее, нажав дважды G, я могу сдвинуть ребро. И как только я сдвину два ребра близко друг к другу, сабдивы модификатора Subdivision Surface создадут более резкий край. И у меня больше не будет этой длинной закругленной формы. Теперь это относительно плоско. А если вы чувствуете, что стебель слишком толстый или слишком тонкий, вы можете нажать A, чтобы выделить все и использовать инструмент Shrink Fatten. Итак, если я кликну по нему, теперь просто со всем выделенным здесь щелкните левой кнопкой мыши и, удерживая, переместите мышь в сторону. Я могу сделать это тоньше или толще. Итак, вы можете настроить это как хотите. Теперь табом вернемся в режим объекта. И теперь у нас осталась одна маленькая проблема. Если я выберу яблоко и нажму G, чтобы переместить его, вы увидите, что я перемещаю яблоко, а стебель остается на месте. Конечно, я мог бы шифтом выбрать их оба и переместить. Но представьте, что у вас есть несколько яблок в вашей сцене, и вы не очень хотите выбирать все яблоки и стебли. Мы можем соединить два объекта. В данном случае это сработает, потому что стебель использует модификатор Subdivision Surface с двумя сабдивами. И яблоко тоже. Если у вас разные модификаторы у обоих объектов, то при объединении этих объектов это может вызвать проблемы. Но в нашем случае все нормально. Чтобы соединить два объекта, просто выберите один объект, который вы хотите присоединить к другому объекту, а затем с помощью Shift выберите другой объект. В данном случае это яблоко, а затем кликните правой кнопкой мыши и выберите Join. Вы также можете нажать Ctrl-J, если хотите. Теперь оба объекта объединены в один объект. Это означает, что эти объекты не были сгруппированы. Вы можете видеть, что остался только один объект. Стебель теперь добавлен к мешу яблока. Но они все еще раздельны, как вы можете видеть в режиме редактирования. Но они оба принадлежат одной сетке и одному объекту. Я думаю, что яблоку здесь нужна всего одна небольшая корректировка. Я думаю, что вся эта территория слишком плоская. Поэтому... Что мы делаем? Давайте на секундочку отключим модификатор Subsurf, чтобы лучше видеть сетку. Увеличим масштаб сетки. Давайте выберем одну вершину здесь и с помощью инструмента Move переместим ее немного вниз. И с помощью Alt левый клик выделим этот цикл, нажмем S и немного уменьшим его. И может быть здесь еще уменьшим. Теперь, как вы видите, стебель парит в воздухе. Давайте просто снимем выделение со всего и переместим курсор мыши над стеблем, а затем просто нажмите L. Тогда, как вы можете видеть, будут выделены все связанные вершины. А затем, если мне нравится, я могу просто нажать S, чтобы немного масштабировать и даже отпустить, если захочу. Может быть, давайте немного повернем его, чтобы он не выглядел слишком прямым. Итак, теперь давайте вернемся в режим объекта и снова включите модификатор Subsurf. И это готовое яблоко. Теперь давайте перейдем в файл «Сохранить как». Здесь в томах вы можете переходить к своим жестким дискам. Здесь вы можете перемещаться по папкам, а затем ввести имя. В моем случае я уже сохранил файл, поэтому я просто щелкну значок плюса, чтобы добавить новую версию, а затем сохраню как файл блендера. Вуаля, вы только что изучили моделирование в Blender и научились создавать яблоко.
Итак, как я упоминал в видео, здесь я использовал неправильное масштабирование для яблока, поэтому давайте нажмем N, чтобы открыть боковую панель. И здесь в разделе Dimensions вы можете увидеть фактические размеры объекта. Итак, если я посмотрю со стороны, каждая ось имеет собственное значение размера. И, например, в направлении оси Z берется самая длинная точка сетки здесь и самая дальняя точка сетки здесь. И вычисляется расстояние. И это значения, которые у нас есть. В целом, как вы можете видеть, здесь для значения x у нас 14 сантиметров, а если представить себе яблоко диаметром 14 сантиметров, то оно будет огромным. Но хорошо то, что мы в 3D можем просто масштабировать объекты. Так что в целом это абсолютно не проблема. Итак, давайте нажмем S и просто уменьшим масштаб x до значения, которое составляет примерно 8 сантиметров. И он не обязательно должен быть идеальным, потому что это просто органический объект. Но это еще ничего, потому что теперь я могу показать вам одну очень конкретную проблему, которая является одной из самых главных причин, вызывающих проблемы в дальнейшем. И это непропорциональное масштабирование, или другими словами, значение масштаба, которое не равно единице для всех трех осей. Вы можете видеть, что у нас есть размеры, которые в основном показывают нам фактический размер объекта, но у нас также есть это масштабное значение, которое по сути является чем-то вроде фактора. Итак, если я нажму S и просто ввожу 2 на клавиатуре и подтверждаю это нажатием Enter, вы можете увидеть, что это значение масштаба удвоилось, и, конечно же, размеры изменились соответственно. Давайте переделаем это. А что такое масштабное значение? В основном, когда вы добавляете новый объект, например, давайте добавим здесь куб. Blender запоминает размер по умолчанию, а размер объекта по умолчанию всегда 1, 1, 1. Теперь, как только я масштабирую объект, вы можете видеть, что значение масштаба меняется. Итак, если я изменю его здесь, вы увидите, что у нас другое значение, но как только я верну его к 1.1.1, мы вернем исходный размер объекта. Итак, проблема здесь в том, что как только я масштабирую объект в режиме объекта, изменение значения масштаба влияет не только на размер объекта, но и на многие вещи, которые прикреплены к объекту. Я покажу быстрый пример. Куб выбран, перейдем к модификаторам и просто добавим модификатор Bevel. Этот модификатор Bevel добавляет сюда этот скошенный край. Давайте изменим ширину на 10 сантиметров. Теперь, поскольку значение масштаба равно 1.1.1, размер этого ребра составляет 10 сантиметров. Однако, если я сейчас нажму S, чтобы масштабировать объект, вы увидите, что ребро становится меньше, но значение ширины по-прежнему составляет 10 сантиметров. Таким образом, ширина этих 10 сантиметров тоже уменьшилась до 0,212 тысячных. И значения масштаба будут влиять не только на модификации, но также могут быть затронуты материалы и текстуры, а также поведение инструментов в режиме редактирования. Так что в целом это может вызвать проблемы. Итак, что мы можем сделать? Мы можем сказать Blender, что это новый размер объекта должен быть новым значением масштаба по умолчанию для объекта. Для этого нужно выбрать объект, затем щелкнуть Object, Apply или просто нажать Ctrl-A, а затем применить масштаб. Итак, я сделаю это. Теперь вы можете видеть, что размер объекта не изменился, но значение масштаба вернулось к единице, единице и единице. И теперь вы также можете видеть, что размер скошенного ребра снова изменился до исходных 10 сантиметров, потому что теперь эти 10 сантиметров масштабируются к единице. И почему я так много говорю на эту тему? Поскольку это очень важно и может вызвать множество проблем при моделировании. Итак, вы должны помнить об этом. Обычно, когда вы масштабируете объект в режиме объекта, после этого нажмите Ctrl-A и просто примените масштаб. Или, если вы только что заметили, что инструменты в режиме редактирования ведут себя странно, или что ваши модификаторы ведут себя иначе, чем вы ожидали, проверьте значение масштаба вашего объекта, и если он не 1.1.1, нажмите Ctrl-A и примените масштаб. Итак, теперь у нас есть яблоко реального размера. Нажмите N и нажмите Ctrl-S, чтобы снова сохранить этот blend файл.
Ура, ребята! Теперь у вас есть приблизительное представление о том, как работать с объектами в объектном режиме и как изменить форму объекта в режиме редактирования. В следующих видео мы попрактикуемся в моделировании. И если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. И дайте мне знать в разделе комментариев ниже, что вы хотели бы моделировать, когда полностью изучите Blender. Кстати, если вам нравится наш контент и вы хотите еще глубже погрузиться в Blender, посмотрите наш курс Blender 2.8 Launchpad. Там, помимо прочего, вы узнаете, как создать эту анимированную автомобильную сцену с нуля. Так вы узнаете, как шаг за шагом моделировать эту машину. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке в описании видео. И, кстати, все люди, которые записываются на наши курсы, поддерживают этот канал YouTube, чтобы мы могли создавать больше видео. Спасибо за внимание, ребята. А теперь посмотрите следующее видео, где мы будем моделировать нож для сцены. В нем мы будем использовать некоторые референсы прямо в Blender для моделирования ножа. Увидимся там. До встречи.